Взяли X5M, взяли Царёва. Покажу, расскажу, что здесь есть. Я писал книгу. Короче, я уже ничего не понимаю. Андрюха, пошли покажешь. Очень похоже, кстати, на студию, в которой делал фотографии, да? Кровище, Сань, хлыщет. Он сначала смотрит на зрачки специальным прибором, вот, а потом я еще приседал со штангой лет 10, наверное, неправильно. То есть, типа, как майнинг? Да. А, вы за это деньги будете давать? Естественно, естественно. А, ничего себе, круто. Если вы проголосуете «да», то разыграем в следующем выпуске. Сань, ты отсюда уйдешь, не уйдешь, а низко полетишь. Который... Ребята, всем привет! Вы меня часто спрашиваете, где я работаю, чем я занимаюсь, откуда беру деньги на путешествия. Я сейчас нахожусь у Сереги Косенко, у него есть свой канал, на котором он берет интервью у людей, да и у него там много всего интересного. Я ему обо всем рассказал, мы записали интервью, ссылка в описании. Да, давайте, ребят, переходите, там, короче, там и Новиков, и Полонский. Айфон там, он еще айфон хотел вам разыграть. Айфоны разыграем, лям там. Я говорю, зачем вам айфоны, ребят? Ну зачем вам... Не, ну, кстати, напишите в комментариях, если хотите, Серега для вас разыграет айфон. Описание для вашего канала. Если вы проголосуете «да», то разыграем в следующем выпуске. Да, просто мне кажется, у меня взрослая аудитория, вы же не школьники за айфон подписываться, да? Но это не точно. Вы берите сразу там, чтобы Теслу разыграл, что-нибудь нормальное такое. Приехал в компанию в одну очень интересную, и сейчас я вам начну рассказывать про применение блокчейн-технологии, и в этом мне поможет кто? Андрей, комьюнити-менеджер. Здорово, Андрюха. Привет. Что вы здесь делаете и для чего, собственно говоря, здесь столько людей? Грубо говоря, это платформа по созданию 3D VR-совместимых пространств, объединенных общей криптоэкономикой. И впоследствии будет внедрен блокчейн, собственно. Короче, я уже ничего не понимаю. Андрюха, пошли покажешь. Очень похоже, кстати, на студию, в которой делал фотографии, да? Здесь создаются 3D-модели все. Это, в общем-то, еще один проект от Markspace. Markspace — это название, собственно, вот самой платформы. Да, и компания, и одновременно платформа также называется Markspace. Так. Чтобы было понятнее, грубо говоря, представь, что весь мир, все современные бизнесы, они переходят в сферу VR. Угу. Они переходят на виртуальный рынок, грубо говоря. То есть каждый человек и каждая компания может создать на основе нашей платформы собственное 3D-пространство и, в общем, наполнить любым контентом, которым можно. Можно взять, оцифровать, грубо говоря, мою квартиру, и любой человек, который оденет шлем, может походить, погулять в моей квартире, открыть холодильник, да? Не обязательно шлем, можно без шлема пользоваться. Даже без шлема? А как это? То есть в телефоне просто? Да. Они мне рассказали, что они делают такую вещь, тест-драйв, допустим, автомобиля. А вы можете сесть, грубо говоря, надеть очки или также на телефоне и оттест-драйвить автомобиль в любом месте, где только хотите. И вот вы хотите это внедрить для компании. Да. Какой? Jaguar Land Rover. Собственно, они уже... То есть они первые, кто будут... Они первые, да. То есть мы уже создали виртуальное, грубо говоря, для них место. Я так понимаю, вы еще оцифровываете и людей в том числе, естественно, да? То есть мы используем технологию распределенного рендеринга для того, чтобы создавать 3D-объекты. То есть что это такое? Чтобы создать вообще 3D-объект и чтобы отрендерить, нужно большие мощности, нужно ли это, да, и нужно ли это время. Что делаем мы? Много людей, которые будут присутствовать на нашей платформе, они смогут использовать свои вычислительные мощности для того, чтобы рендерить один предмет. То есть, грубо говоря, предмет разбирается на составные части, и каждая составная часть рендерится отдельным человеком. То есть, типа как майнинг? Да, вроде того. Круто. Да, то есть, это, понимаете, это получается альтернатива майнинга, да? То есть человек может зарабатывать на своих вычислениях. Вы за это деньги будете давать? Естественно. Ничего себе, круто. Кстати, вы будете проводить ICO, да, в ближайшее время? Да, мы будем проводить ICO с 23 января по 28 января. То есть вообще скоро, да? Да. Так, а уже понятно, сколько монет за что получить можно? Или пока еще... Смотрите, у нас... То есть это в эфире будет, да, токены? У нас есть токены. MRK. Цена начальная $0.1, то есть 10 центов. Вообще токены у нас существуют для того, чтобы, грубо говоря, пользователи заходили на платформу и, грубо говоря, покупали юниты. Юнит — это, соответственно, пространство размером 64 квадратных метра, 8 на 8, которое, собственно, будет у каждого пользователя. Слушай, сразу вопрос, их можно будет сдавать в аренду? Естественно. То есть, если я сейчас зайду на pre-ICO, у меня уже будет инструмент, которым я смогу зарабатывать? Да. Круто. Ты сможешь покупать, продавать и сдавать в аренду юнит. В общем, ребята, монета выйдет в ближайшие 1,5 месяца уже на биржу, после того, как закроется ICO, и, соответственно, цена ее вырастет. Чем на больших биржах представлена монета, тем больше у нее объема торгов, и, соответственно, тем она дороже становится. Монеты
потом будет отвязано от юнитов, да, поскольку юниты уже будут, грубо говоря, приобретать свою ценность по мере того, как будет наполняться комьюнити. Скажи, у вас есть конкуренты, и чем они отличаются от вас? У нас есть проекты, которые похожи на нас, да. Мы уникальны тем, что у нас уже есть готовый прототип, готовая демо, что мы уже вложили более 5 миллионов своих собственных инвестиций. Долларов? Да. А где это можно посмотреть? Да, на сайте есть информация открыта. Мы же международный проект. Зарегистрированы мы в Сингапуре, да, но специалисты у нас в том числе есть и из России. Хорошо, а ты можешь назвать мне кого-то из команды, вот кто известный, кто-нибудь есть у вас? Помимо того, что у нас кофаундер — это всемирно известный хоккеист, а у нас в адвайзерах есть такой специалист вообще по криптовалюте Малькольм Тан, который сейчас приедет. А чем он конкретно занимается? Он занимается аналитикой, он занимается адвайзингом. Это у вашей монеты такой логотип? Но Нет? это логотип ModaMark, еще один наш проект. Он тем интересен, что ты можешь зайти, загрузить собственный аватар и далее примерять все что угодно, одежду разных брендов на самого себя. Ты будешь видеть, как ты будешь выглядеть в том или ином предмете. Слушай, для интернет-магазинов крутая штука, да? Конечно, люди, которые создают эти образы, и если эти образы хайповые, крутые, они будут получать за это. А как себя самого оцифровать? Вообще у нас на платформе будет несколько способов. С помощью камеры 360 градусов. То есть я дома смогу это сделать? Дома это возможно будет сделать. Ты себя, грубо говоря, отснимешь, да, потом отрендеришь в специальной программе. Отрендеришь, да, и, собственно, твой аватар будет готов. Ценность нашей площадки в том, что мы привлекаем народ сюда. Я VR-очки эти мерил там на разных выставках, смотрел, какой есть контент, и мне казалось, настолько это все сырое было, настолько неинтересно, пока не попал к ребятам на выставку, вот, с которыми я ездил на Шантарские острова. И они мне показали, как они это все отсняли, когда ты садишься на кресло, одеваешь очки, и я Насте в том числе показал, то есть ты крутишься на стуле, и в этот момент ты пролетаешь над стадом бизонов, там просто настолько крутая картинка, настолько сейчас эта технология продвинулась по сравнению даже там с полгода назад, да, и поэтому я думаю, что это очень крутая штука будет, хочется посмотреть. А сейчас есть что-то готовое, вот прямо надеть очки и посмотреть? Есть, да, есть. Вы можешь посмотреть наше демо, зайти в наше демо и посмотреть, как это все будет. Вы можете надеть очки, допустим, и пойти в Лос-Анджелесе, вы находитесь у себя там где-то в городе, в России, там, допустим, в Украине, в Казахстане, ты надеваешь очки и идешь в Лос-Анджелесе в оружейный магазин и можешь взять, посмотреть, повертеть оружие, да, допустим. Можешь пойти в стрелковый клуб и даже из него пострелять. Такое можно, кстати? Интересно? Да, такое может быть. Вот это будет круто. Я недавно, кстати, стрелял, и надеюсь, вы этот выпуск уже посмотрели. Люди смогут видеть друг друга, как будто они в реальной жизни, общаться друг с другом, то есть будет слышно друг друга, да. Могут они вместе, не знаю, допустим, посетить Нью-Йорк и в Токио. А сексом могут заняться? Смогут потом. Привет, я Саша. Меня зовут Оля. Очень приятно. Оля, расскажи нам про аватар. Куда надо ложиться, чтобы стать аватаром? Аватары. Параллельно с Markspace мы делаем второй проект, который называется ModaMark. Интернет-магазин нового поколения, который позволяет примерять одежду вот из этих пластмассовых людей, манекенов, получаются живые, реалистичные манекены. Да, то есть вот ты и я, мы можем оцифроваться здесь, в нашей студии, и из нас делают манекен, на который мы потом сможем примерять одежду, собирать луки и совершать покупку. И еще одна уникальная возможность, которую дает наша платформа, все наши пользователи могут на ней зарабатывать деньги очень легко и просто. То есть вы создаете образ, вот с помощью тех возможностей, которые мы предоставляем, лук, публикуете его в главную ленту, дальше кто-то покупает из твоего лука какой-то предмет одежды, и ты зарабатываешь. А есть уже магазины, с которыми ведете переговоры? Кто да, готов у нас интегрировать? очень много уже партнеров. Это бренды, марки известные. Я думаю, ЦУМ один из первых, кто... К сожалению, нет. Нет, да? ЦУМа пока нет среди наших партнеров, но мы ведем. Короче, в ЦУМе пенсионеры сидят стопудово, они думают, зачем вам эти интернеты? Вот. Сейчас тенденция такая, что люди сами генерят контент. И вот наша площадка, она как раз тоже в тренде. Если ты все время будешь делать крутые луки, тебя рано или поздно кто-нибудь заметит, и ты будешь это делать за деньги. Платформа для стилистов, для фэшн-блогеров, для обычных пользователей. То есть можно как развивать свой вкус, быть стилистом для самого себя, так и профессионально зарабатывать. Также можно подписываться. Ты можешь подписаться на любого человека, следить за тем, что он делает на нашей площадке, и он может подписаться на тебя, можно луки комментировать, ну и так далее. Круто, вам надо затащить сразу звезд туда несколько, и все, и делать. Ну, мы уже работаем над этим. Хочу вам рассказать очень занимательную историю. Едут девочки там на Porsche Cayenne, на серьезных таких тачках заряженных. Я говорю, девушка, вернулся из отпуска, машина разряжена, можете мне прикурить? Она говорит, ой, вы знаете, мой молодой человек сказал мне, что я никому нельзя прикуривать, потому что у меня коробка автомат. Я говорю, девушка, ну вы, наверное, путаете, нельзя никого буксировать.
потому что коробка автомата. Прикурить-то можно, но как аккумулятор никак на вашу коробку не влияет. Нет, говорит, я не буду. И, короче, все девчонки мне отказывали. Вот приехал мужик, сразу говорит, окей, не вопрос, и быстренько меня прикурил, все нормально. Нужно обязательно помогать друг другу. Помните, что вы и все мы — это один человек. Когда вы помогаете кому-то другому, помогаете самому себе. Вот ты попал в магазинчик. Это мы сейчас на дорогой какой-то магазинчик. Выбираешь какую-нибудь себе шмоточку классную. Смотришь себе, как она у тебя там выглядит в разных ракурсах, на видео, на фото. Выбираешь себе размерчик и покупаешь ее тут же. Вот ты все еще здесь и выбираешься на улицу. Там ты можешь тусоваться, сколько у тебя времени есть свободного. Какие-то... Так, смотри, это можно просто на сайте делать, а можно и в VR-очках же будет Можно делать. в VR-очках, можно в шлеме, можно просто, вот как эти штуковины называются? Картонные, да? Которые Окей. из всего сейчас делаются. Это уже Аватар. будущее, да? Это уже Когда? сегодняшний день, уже прям сегодняшний. За окном идет снег, там в камине тусуется огонь. И каждая штуковина здесь активная. Ой, это чья квартира? Это апартаменты Жени Малкина. Это все VR, то есть ты в параллельной То есть это вселенной. нереально отсканированные. Да, ты их создаешь, либо создаешь свои полностью, либо сканируешь свои, и каждую деталь интерьера ты можешь наполнить историей. Вот у тебя там жесткий диск реальный. Ты в него можешь впихнуть любой контент. Короче, ребят, вам такое задание. Напишите мне в комментариях, как вы могли монетизировать вот такую штуку. Напишите, я покажу ребятам. Ребята, обещайте, все комментарии почитают. Если идея будет крутая, и они ее реализуют, они вам насыпят токенов. Кстати, есть планы, сколько будет ваш токен стоить? Токен, конечно, будет расти. Это проект интереснейший, в который уже заходят, посмотри, бренды. Вот уже мы ударили по рукам с ребятами. То есть здесь не просто так висит логотипчик. По сути, имея какой-то девайс, ты можешь прийти в виртуальный салон, чуть ли ее не всю понюхать, как она пахнет. Открыть дверь, посмотреть, как у нее подсветочка по кругу там загорается разными диодными цветами. Включить магнитолу. Включить, послушать, как у нее выпуск работает. То есть все какие-то нюансы, которые до этого требовали, чтобы ты из Рязани добрался до Москвы в салон и посмотрел, как все это выглядит. Перед тем, как определиться с выбором, ты можешь его уже сфокусировать, сузить. Реально, можно боксом заниматься спокойно с тайцами, допустим, они вас тайскому боксу учат, а вы просто одеваете очки, одеваете датчики, и он смотрит, как вы выполняете все. Блин, круто. Кинект нового уровня. Это очень круто. Зомби-ленд можно такое строить. Это, ребята, Малкина кепки, они все подписаны. Кепку мы разыгрываем просто за репосты. Вы делаете репост, вы должны быть подписаны и пишите «хочу кепку». И, соответственно, куда вы репостнули, ссылку оставляете. А 1000 токенов мы разыгрываем за самую крутую идею, как можно монетизировать такой крутой проект. То, что ребята будут тест-драйвы делать, потом монетизация для дизайнеров, для интернет-магазинов. Все, пока 2 вещи подсветили, которые ребята реализовывают. Соответственно, остальные вещи, которые вы напишите, мы выберем самую крутую, самую, на наш взгляд, интересную и просто подарим вам 1000 токенов. Я взял шайбу, которую подписал Малкин, и сейчас Руди ее подарю. Руди прилетел в Москву, если вы видели предыдущие выпуски, он собирает, коллекционирует шайбы с подписями звезд хоккея. Сейчас посмотрим его реакцию, я думаю, он будет пищать от восторга. Та-да! Здорово, Руди! Саня, слушай. Привет. Так, Руди, смотри, что это такое? Это Малкин подписал. Во, крутяк. Тебе, держи. Круто? Да, где ты такой достал? Мне друзья передали. Вообще, крутяк. Какой у тебя чьи есть? У меня есть Гибсон, Макнаб, и все, мне кажется, мне Круто, я еще овечка на тебя достану. вечно, это вообще крутяк будет. Все, супер, пойдем. Расскажу вам интересную историю про Вову, почему его с нами нету. Ну, собственно говоря, его не должно быть с нами, но он должен улететь во Францию с Леной и Руди. Но в результате он нам показывал свой паспорт, я не помню, какой-то прекрасный вечер мы сидели и что-то хвастались, у кого больше печати и кто больше путешествует. В результате он показал свой паспорт, и он его 2 часа назад он должен был вылететь из Лос-Анджелеса в Европу. Но он не вылетел, потому что он разбирает кухню по винтикам и ищет паспорт. Так что, Вован, я передаю тебе привет. Теперь ты у нас за плюс. Я надеюсь, ты смотришь этот выпуск. Привет тебе. И говорит, ты хочешь посмотреть мою книгу? Сейчас, кстати, ребят, буду задавать очень много интересных вопросов, потому что тема ICO мне интересна. Прежде всего, у меня шкурный вопрос, я хочу сам провести ICO. Малком там написал книгу «Как проводить ICO в разных странах мира». Первое, что я хочу спросить, как он попал в эту команду? 所以我是在新加坡遇到Blockshow 在 Blockshow Asia
遇到 Markspace 的代表。 Откуда он знает, как проводить ICO? Он принимал участие в каком-то или, то есть у него есть опыт? 一直在参与这些会议，参加会议的时候就见到很多在这一届的人，然后带了一个团队。 Он принимал участие в одном таком известном крупном проекте под названием CoinStreet. И с помощью адвайзинга Малькольма, не без этого, проект, собственно, заработал $30 миллионов. Сколько была монета на ICO, сколько стоила и когда вышла на биржу? То есть, ну, был какой-то рост? То есть... 项目都是有一些都是有增加他们增长他们的项目的 CEO 项目都是有一些都是有增加他们增长他们的项目的值的多少钱？ Фиксируйте свою прибыль, когда увидите, что вот раз в 10 выросла ваша монета, можете спокойно то, что вы вложили, хотя бы забрать, а все остальное можете оставить. Вы все равно останетесь держателями, при этом поддержите компанию, и когда компания начнет показывать результаты, монета опять может очень сильно вверх вырасти. А когда монета уже упала, смысла продавать нет, поэтому просто держите и ждите результаты от компании. Интересно, а за биржу надо платить, чтобы туда попасть, или как процесс это происходит? 交易所有全世界应该有差不多170间，there are about 170 exchanges around the world. Some of them need to pay. Последний вопрос. Когда будет блокчейн-биржа? 接下来谁可以出一个区块链的交易所？ Thank you so much. Nice to meet you. Всем доброе утро. Взяли X5M, взяли Царева, идем в баню. Ребята, это очень крутые бани. У Грешка я сейчас вам покажу, расскажу, что здесь есть. Обязательно будете в Москве, сходите в эту баню. Желательно тоже так в субботу утром. Во-первых, цена хорошая. Типа, очень мало людей, да. И правильно начинать день с бани. Видите, здесь целый банный комплекс. Очень много разных бань. Есть срубы, в общем, там на разные тематики. И самое главное, что здесь есть стерлядь и осетры с карасями. А раков нету, кстати. О, а здесь красноперка наша русская плавает. В баню нас позвал Шапкарин Денис. Он вообще молодец. Следит, чтобы мы не пропускали баню. Сейчас он вам все расскажет и покажет. Но он сказал камеру с собой не брать, поэтому я так втихаря поснимаю. Дениска! Смотрите, он один в бане, больше никого нет. Просто. А еды набрал. Вот. Но мы, кстати, не бухаем в бане. Вот, ребят, хочу заметить, что в бане нельзя пить. В бане можно пить только чай, квас максимум, да, и свежевыжатые соки, по-моему, я смотрю, там стоят. Или минеральную воду. Та-да-да-да-да. Сейчас будет супер-мега обзор от Дениса Шапкарина, который... Чем отличается эта баня от обычной, в которой люди привыкли ходить? Самое главное парилка, Сань. Ну, Смотри, сердце. Опля! Насенье, вау, Понял? и Да даже под на пол ногами. постелили. Вот это, а Чем какой пахнет, запах? чувствуешь, да? Угадай, в чем секрет? Сладость какая-то, я не знаю. Это 3 кусочка полыни. Вон, полыни, да? Видишь, висят? Ну, очень сладко пахнет. И деревянная, и самое главное, что на дровах. Это очень важно. Еще один секрет. Большой веник должен быть обязательно. Массажный. Это канадский дух. Да. Смотри, Давай. если хочешь в бане хорошо провести время, можно... У меня врач такой советовал. Слабо Ты мне лежать? ложишь? Не, я хочу попробовать. Мы сейчас ляжем, 15 минут полежим на ней, и ты отсюда уйдешь. Не уйдешь, а низко полетишь. А когда ты помоешься, вот можно вот сюда обязательно зайти. О, вот это самое крутое. Вот. Вот так. Это кайф. Еще Если- бассейн. Да, если приглашать много друзей, баня недорого стоит. И утром. Можно в 2500 уложиться. Да, но надо утром приходить. Конечно. Да. На самом деле сэкономил, считай, заработал. И фишка в том, что правильно начать день. То есть Да, вот ребята, проснулся. кстати, подарки такие привезли. Спасибо большое. О, это Царев нас. Ничего себе он с собой возит. Баню, я бы притащил бы, они там стерлядки, щуки, осетра прислали, то есть вообще всего. И просто я не рассчитывал, ты минуточку сказал, что идем в баню, а я уже в бане. Ладно, так, Поэтому пошли погреемся. Пойдем. Вот первая процедура у Сани. Кровь? Кровище Сань хлыщет в 4 местах, не могу остановить. Вот здесь, здесь и вот здесь. Смотрите, пипец, Сань, тут контент вообще, как в тот раз, когда ты царапался. Ладно, пошел в басик. Давай, в басик иди. Самое прекрасное, что может быть, это сесть с друзьями в такую баню и утром провести нетворкинг. Мы знакомимся, общаемся, рассказываем про дела. Я сейчас вас познакомлю с очень крутым человеком. Его зовут Ренат.
Кто такой Ренат, ребят? Ренат — это человек, единственный человек, который смог мне вылечить спину. Он очень крутой. Ренат делает все, начиная от того, какое у тебя должно быть питание, заканчивая вправление позвоночника, пиявок, там, ну, в общем, все, что хотите. Но я его пиарить не буду в плане там, Составление образа жизни. Да, потому что 90% заболеваний — это болезни образа жизни. Но Ренат, я к нему сходил 5 раз, и он мне вылечил спину, с которой я мучился очень долго, потому что у меня была травма. Я упал в яму, и у меня был компрессионный перелом позвоночника. Я с мотоцикла упал в детстве. Вот, а потом я еще приседал со штангой лет 10, наверное, неправильно. И убил себе, у меня 3 протрузии, ну, короче, мега жесть. А причем, когда приходишь первый раз к Ренату, он сначала смотрит на зрачки специальным прибором. Это называется иридоскоп. Он смотрит на радужку для того, чтобы определить, какими болезнями вы болеете. И почему болит спина от этой? Да, и почему болит спина. То есть он видит по точкам. То есть, если, например, у вас печень или отравление было, то у вас на радужке всегда это отражается. А пиарить его не буду, ссылку не буду на него оставлять, а то потом к нему сам не запишусь. Или оставить Ренат. Не надо. Вот, но я скажу название его клиники. Это мастерская здоровья доктора Ханбека. Мы продолжаем нетворкинг, а вас мы выключаем, потому что не все хотят с вами общаться. Шапкарин вообще не хотел. Еле-еле застоял.